Друзья, всем привет! Самолет – величайшее творение разума и рук человеческих. Он не подвластен никаким авторитетам, кроме лиц, уважающих летные законы. Эти слова Николая Жуковского имеют прямое отношение к трагическим, но поучительным событиям, о которых я расскажу вам в этом ролике. Вторая половина 20 века прошла для Советского Союза в стремительной гонке вооружений, сопровождаемой военным противостоянием США в различных частях света. Важную роль в этой борьбе сыграла советская авиация. В наши дни сообщения прессы о протестах различных стран мира при проведении у границ этих государств военных учений не вызывают удивления. Очевидно, многие уже позабыли историю Холодной войны, когда военные учения одной из сверхдержав в любую минуту могли обернуться началом Третьей мировой войны. Да и потери в технике и личном составе во время демонстрации военными двух сверхдержав своего военного превосходства носили статус секретной статистики и доводились лишь для летного состава в части касающейся. Один из наиболее громких случаев, закончившейся страшной трагедией, произошел 25 мая 1968 года. В этот день при выполнении разведывательного полета при облете американского авианосца «Эссекс» потерпел катастрофу самолет Ту-16Р, бортовой номер 94 авиации Северного флота СССР 967-го отдельного разведывательного авиационного полка, аэродром базирования Североморск. Командир корабля подполковник Александр Захарович Плиев. Весь экипаж, 7 человек, погиб. Обстоятельства катастрофы из официальной версии. В мае 1968 года для проведения военно-морских учений в Норвежское море вошла большая группа боевых кораблей военно-морских сил США. В ее составе был и противолодочный авианосец «Эссекс». Как обычно, все авианесущие соединения американского флота отслеживались надводными кораблями или авиацией ВМФ СССР. Ведь авианосец по существу представлял для СССР опасность ввиду возможностей, которых у американского авианосца было немало. Он мог нести на борту до 90 самолетов разных типов, от противолодочных до истребителей-бомбардировщиков с ядерным оружием на борту. Поэтому, когда поступили сведения о том, что к берегам Советского Союза приближается американский авианосец, для его обнаружения вылетели самолеты морской авиации Северного флота. Однако с первого раза авианосная группа обнаружена не было. А это было ЧП. Десятки кораблей с авиацией, способные нести ядерные заряды, находились неизвестно где. Несколько экипажей, посланных в предполагаемый район нахождения американской военной эскадры, вернулись ни с чем. На поиски вылетел экипаж Мигдата Шакирова, и он не смог обнаружить «Эссекс». Командование авиации Северного флота отозвало из отпуска командира эскадрильи разведчиков Ту-16Р подполковника Александра Захаровича Плиева. Он один из немногих, по мнению командования, кто мог спасти ситуацию. Ранним утром 25 мая 1968 года пара морских самолетов-разведчиков под командованием Плиева вылетела с аэродрома базирования морской авиации в Североморске в направлении Норвегии. На разведку летело 2 Ту-16Р. Вторым экипажем был экипаж Сибирякова. Самолеты Ту-16 представляли серьезную угрозу для кораблей США. Этот тип самолетов создавался специально для уничтожения авианесущих группировок вероятного противника. На вооружении Ту-16Р находилась разведывательная аппаратура, а на Ту-16 К-10-26 ракеты, способные уничтожить корабли противника на значительном расстоянии. Ту-16 был реактивным самолетом, что позволяло ему достигать района поиска в кратчайшие сроки. Однако этот вылет проходил только с разведывательной целью – оперативно обнаружить авианосную группировку и указать ее координаты для надводных кораблей флота. А уже те будут сопровождать эскадру на всем протяжении проведения учений. Но сделать это было непросто. В этом полете все зависело от опыта и интуиции военных летчиков. И надежды командования группа Плиева оправдала. К 11:00 авианосец «Эссекс» и корабли сопровождения были обнаружены. Плиев сделал несколько проходов над авианосцем. Экипаж зафиксировал данные разведки, передал их командованию и получил указание возвращаться на базу. Но вернуться ему было не суждено. Второму экипажу Ту-16 Сибирякова Плиев дал приказ подняться на большую высоту и, дав себя обнаружить американцам, отвлекать внимание ПВО американской эскадры.
В 11:52 сам Александр Плиев снизил свою машину до минимальной высоты, демонстративно пролетел на уровне палубы американского авианосца, где в это время готовились к взлету самолеты палубной авиации. Однако в следующее мгновение происходит непоправимое. При развороте самолета на второй круг Ту-16 задел крылом водную поверхность и, ударившись о воду, разрушился и взорвался. Погиб весь экипаж во главе с Плиевым. Такова была официальная версия американской стороны. Других свидетелей авиакатастрофы, кроме американцев, не было. Кроме того, весь этот эпизод, кроме момента столкновения самолета с водной поверхностью, зафиксирован на кинокамеру американским оператором. По заведенному правилу, все полеты палубной авиации ВМФ США снимались на кинопленку, и появившийся в самый разгар подготовки вылетов палубной авиации Ту-16 также оказался в кадре. На съемках видно, как советский разведчик пролетает чуть выше уровня палубы Эссекса и уходит на второй круг. Сам момент катастрофы снят не был. На мгновение съемка прерывается, и на следующих кадрах уже видим столб дыма от разбившегося самолета разведчика. Момент столкновения самолета с водой не зафиксирован, так как оператор находился в шоке от увиденного и опустил камеру. Но именно отсутствие самого эпизода крушения самолета на кинокадрах и породило предположение, что самолет Александра Плиева был сбит. Версии гибели. Была версия, что у расчетов ПВО авианосца «Эссекс» от неожиданности и наглости советского летчика сдали нервы, и они обстреляли Ту-16. Однако доказать это сегодня не представляется возможным. Обломки самолета находятся на недоступной глубине, а восстановить отсутствующие кадры на кинохронике технически невозможно. Да и то, как погиб экипаж советского разведчика, стало известно относительно недавно. США позже передали СССР копию съемки инцидента из Национального архива США. Была вторая версия катастрофы, согласно которой самолет Плиева столкнулся с беспилотным противолодочным вертолетом QH-50, который летал в том районе. Но американская сторона не подтвердила потерю БПЛА в тот день. Друзья, удивительно, но факт. На то время на вооружении ВМС США уже были БПЛА, летные испытания которых начались в 1959 году. До 1969 года было произведено более 700 аппаратов QH-50 разных модификаций, пока ВМС США не отказались от проекта из-за несовершенства системы управления. В дальнейшем они использовались преимущественно в качестве мишени для испытания перспективного ракетного вооружения. Последний эскадрон QH-50 располагался на полигоне White Sands и находился в эксплуатации до 2006 года. Причины катастрофы. Наиболее вероятной версией гибели экипажа считается, что экипаж Александра Плиева погиб при выполнении боевого задания в результате ошибки техники пилотирования. Именно такую информацию озвучили представители ВМФ США, которые подобрали тела погибших советских летчиков. Самолет напарника во время этих событий отвлекал на себя внимание средств слежения американской эскадры и находился на большой высоте, и поэтому его экипаж не мог видеть происходящее. Сослуживцы советского летчика отмечали, что во время боевых и учебных вылетов Александр Плиев любил не только производить полеты на предельно малых высотах, но и совершать развороты прямо над водой, не поднимаясь предварительно на безопасную высоту, как предписывала инструкция. До своей гибели Александр Плиев и раньше неоднократно бывал близок к тому, чтобы зацепить крылом воду и разбиться. Когда прилетал его борт с задания, на остеклении кабины находили морскую соль, так низко он летал. Причем американцы знать этих подробностей, разумеется, не могли. Однако при описании гибели советского самолета-разведчика они описали именно такую опасную ситуацию, в которой Плиев неоднократно бывал раньше. Сопоставив все обстоятельства гибели Ту-16Р 25 мая 1968 года, советская сторона пришла к выводу, что в этом конкретном случае виновником является не команда американского авианосца, а неуместная лихость советского летчика во время выполнения боевого задания, который подвел к роковой черте свою жизнь и жизни членов своего экипажа. Необходимость снижаться на предельно малую высоту была вызвана тем, чтобы подойти к авианосцу как можно ближе незамеченным его РЛС, но командир Ту-16 переоценил свои возможности. В результате крушения самолета-разведчика Ту-16Р погибли все 7 членов экипажа. Майор Кувшинов, капитан Аменев, старший лейтенант Федоров, старший лейтенант Шевченко, старший лейтенант Юрин и старшина Грабельников.
Останки тел 3 летчиков американские моряки подняли из воды и передали на подошедший вскоре к эскадре советский эсминец «Сознательный». В знак уважения погибшему экипажу американцы подняли в воздух звено самолетов с авианосца и прошли над местом трагедии. Этот поступок достоин уважения. Эсминец «Сознательный» троекратным залпом отдал честь погибшим летчикам. О чем умалчивает история? Из воспоминаний полковника Виктора Дударенко, исполняющего обязанности командира 967-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка во время тех событий. По информации, которая была опубликована в СМИ, появились сведения, что тогда командование авиации Северного флота якобы отозвало из отпуска командира эскадрильи разведчиков Ту-16 подполковника Александра Плиева. Информация об отзыве из отпуска Плиева – полная чушь. Это был плановый полет. Но то, что он один из немногих, по мнению командования, кто смог спасти ситуацию с поиском авианосца, близко к истине. При таком ударе о воду на скорости 600 км в час от экипажа Плиева ничего не должно было остаться. А ведь тело Плиева было совершенно целое, даже кости не поломаны. Вероятно, его выбросила катапульта. Тело подняли на борт авианосца, сделали судмедэкспертизу, потом передали на наш миноносец. Не знаю, в какой момент сработала катапульта, но он был совершенно целый. Я его опознавал и видел. У него только на затылке был здоровый подтек, вероятно, стукнула бронеспинкой. Возможно, катапульта сработала при ударе о воду, так как сам он на такой высоте выпрыгнуть бы не мог. Американцы подняли целым только тело Плиева и потом передали на наш подошедший эсминец. Они нашли еще что-то из останков, но это были разорванные куски, отдельные мелкие части, вместе с обрывками вещей и обломками частей самолета. Наш эсминец тоже походил на месте катастрофы, собрал то, что еще всплыло. Когда он заходил на рейд Североморска, все корабли приспустили флаги. Мы его встречали в порту вместе с командующим Кузнецовым. Капитан корабля рассказал, что тело Плиева с авианосца на эсминец американцы доставили на катере. Его сопровождал лейтенант американского флота. Он передал документы, но ни на какие вопросы отвечать был не уполномочен. Впоследствии за телом Плиева прибыли представители из Осетии с его родины. Я один не мог принять решение, чтобы им передать тело для захоронения. Тогда приехал член военного совета генерал Новиков, уполномоченный принимать подобные решения. Прах подполковника Плиева был перевезен на родину в Южную Осетию, где и был предан земле с воинскими почестями. А останки 2 членов экипажа в Североморске. От них не осталось почти ничего, удалось как-то определить принадлежность 2 наиболее крупных фрагментов. Остальное собрали и разложили в гробы вместе с остатками личных вещей, так и похоронили. Поблизости от места катастрофы ходило наше разведсудно типа траулера. Все, что они еще собрали, поместилось в 20-литровой запаянной цинковой банке. Нам эту банку передали недели через 2, когда судно вернулось в порт. Но вскрывать ее не было смысла, и мы ее ночью подхоронили в могилу экипажа на кладбище в Североморске. Интересно, что в тот день руководителем полетов полка был Юрий Гудков, который позже станет командиром 143-й морской ракетоносной дивизии в Мангохта, а затем начальником 33-го центра боевой подготовки в Николаеве. Гудков упоминается в моем ролике про катастрофу экипажа его друга, полковника Багаева в Николаеве. Надо отметить, что кроме этого авиационного происшествия, катастрофы в инцидентах самолетов-разведчиков при сопровождении американских авианесущих групп случались неоднократно. Привожу эти данные. 15 июля 1964 года экипаж разведчика Ту-16Р, командир-майор Леонид Кожарин из состава 50-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка Тихоокеанского флота вылетел на разведку района в Японском море, где находился авианосец Enterprise. Самолет на базу не вернулся. 4 октября 1973 года разведчик Ту-16Р подполковника Свиридова облетал авианосец Джон Кеннеди в Северном море. Пара истребителей F-4 Phantom-2 плотно контролировали этот облет на дистанции 4-6 метров. Причем настолько плотно, что один из них пропорол килем обшивку Ту-16Р в 2 местах. Тем не менее, обе машины сумели вернуться на свои базы. 28 августа 1978 года еще один североморский Ту-16Р, командир-капитан Кудряшов, исчез в Баренцевом море после вылета на разведку натовского корабельного соединения. 2 сентября его обломки нашли норвежцы на острове Надежды. Машина столкнулась с каменной грядой.
Причина – ошибка экипажа при контроле за высотой полета. Экипаж в составе 7 человек погиб. 26 июля 1980 года пара Ту-16Р авиации Тихоокеанского флота вылетела на разведку американского авианосного соединения в Японском море. На сопровождение поднялись японские перехватчики F-4 и G. Одна из машин, командир-майор Геннадий Каракозов, не вернулась на базу по невыясненным причинам. По данным японских источников команды десантного корабля «Немура», катастрофа произошла в 70 милях к северо-западу от острова Садо у побережья Японии, по той же схеме, что и с экипажем Плиева. Самолет зацепил крылом поверхность воды при развороте. Японцы подняли из воды тела 2 членов экипажа и фрагменты тела 3-го. Из воспоминаний командира 145-й отдельной противолодочной авиационной эскадрильи подполковника Гущина Николая Васильевича. 6 февраля 1980 года при выполнении полета на разведку в Аравийское море с аэродрома Аден пара самолетов Ил-38 была перехвачена 10 истребителями ВМС США. Ведущего зажали в клещи 6 самолетов, ведомого 4. Предпринимали все, чтобы не дать выполнить задание. При снижении до 200 метров для фотографирования авианосца и кораблей ордера первая отвалила пара истребителей от правой плоскости крыла моего Ил-38. Затем отвалила пара от левой. Отвалил тот, кто был сверху. А F-14 Tomcat, который был под самолетом, включил форсаж и неожиданно с грохотом вышел из-под самолета прямо по курсу на дистанции 10-15 метров с набором высоты. Форсажная струя от двигателей и спутная струя от самолета ударили в основном по кабине и левой плоскости. В создавшихся условиях несимметричной обдувки Ил-38 стал заваливаться на правое крыло, плохо слушаться рулей и терять высоту. Усугубили ситуацию кратковременное отсутствие видимости и потеря горизонта в форсажной струе. Таким маневром он вывел Ил-38 на режим сваливания. И только благодаря слетанности экипажа самолет вышел у самой воды в горизонтальный полет, а затем набрал заданную высоту для выполнения поставленной задачи. Возможно, похожая ситуация произошла при гибели Ту-95РЦ в Атлантике в 1976 году. Смотрите об этом мой ролик. Светлая память авиаторам, и пока мы о них помним, они живы. Друзья, будьте сдержаны в комментариях, проявляйте взаимное уважение. Берегите себя на земле, на воде и в небе, и будьте здоровы. Всем добра и до новых встреч на моем канале.